Друзья, сегодня мы с вами обсудим чрезвычайно разностороннее существо, которое, кажется, напрочь забыло повзрослеть. Это самый странный обитатель пресных вод, решивший, что эволюционный выход на сушу – идея крайне переоцененная. Встречайте аксолотля, неотеническую личинку некоторых видов амбистом, земноводных из семейства амбистомовых, отряда хвостатых. Так, стоп, скажете вы, ничего не понятно. Кто такие неотенические личинки и кто такие амбистомы? С последним все просто. Это семейство земноводных из отряда хвостатых. А вот с личинками интереснее. Неотения – это явление, наблюдаемое у некоторых членистоногих, червей, земноводных, а также у многих растений, при котором достижение половозрелости и окончание онтогенеза происходит на ранних стадиях развития, например, на личиночной стадии. При этом особь может достигать взрослой стадии или не достигать ее. И в то время как другие саламандры проходят через метаморфоз, теряют жабры и выходят на сушу, чтобы искать работу, аксолотль выбирает жить свою лучшую жизнь и оставаться ребенком навсегда. Ну а теперь от науки перейдем к мифологии. Согласно поверьям ацтеков, Xolotl, бог грозы и грома, однажды обманул других богов. Чтобы избежать наказания, он превратился в маленькую зверушку, аксолотля, и скрылся в высокогорных озерах, находящихся на территории современной Мексики. При этом он сохранил все свои божественные способности. Xolotl выбрал себе странную личину, этакая милая улыбающаяся животинка размером до 30 сантиметров и весом не более 300 грамм. И это необычный выбор для темного повелителя грозы. Несмотря на уникальный внешний вид и интересную легенду, аксолотли, как мы уже сказали выше, не являются самостоятельным видом. Это неотенические личинки амбистом, одного из семейства саламандр. Именно повышенной детскостью организма и объясняется его милый внешний вид. Плавно переходящий хвост, спиной плавник, бахрома жабр вокруг несуразно большой головы. Все это типичные признаки ребенка у хвостатых амфибий. Кожа аксолотля тоже по-детски мягкая и нежная. Даже слабое нажатие способно ее повредить. В дикой природе встречаются лишь черные и зеленые аксолотли, но человек вывел целую кучу разных других подвидов. Внешний вид этого существа больше говорит о его внеземном происхождении, так как напоминает фантастическую игрушку в виде маленького дракончика. Кстати говоря, именно аксолотль послужил прототипом всем известного дракона Беззубика из мультфильма «Как приручить дракона». Если вы думаете, что его внешность это самое странное в этом ребенке, то вы ошибаетесь. Аксолотль – настоящий чемпион по выживанию. Пока мы, люди, тратим недели на заживление пореза, этот парень может отрастить заново практически любую часть тела. Потерял лапу, через месяц будет новая, такая же функциональная, как старая. Поврежден позвоночник – не беда. Кусок сердца или даже часть мозга аксолотль просто пожмет плечами и отрастит замену. У него не образуются шрамы, клетки на месте раны просто возвращаются в состояние стволовых и начинают строить орган заново. Это существо – живой грааль для регенеративной медицины. А еще аксолотль – это уникальное животное, которое может дышать посредством жабр, легких или кожного покрова. Если в водоеме вода чистая, то больше работают жабры, а если грязная и с малым количеством кислорода, то животное больше дышит легкими, при этом жабры атрофируются. При возвращении земноводного в чистую воду жабры возвращают себе основные дыхательные функции. Несмотря на абсолютно мирный вид, детишки саламандр являются хищниками. Их рты усеяны маленькими, но острыми зубками. Они служат аксолотлю идеальным орудием для ловли улиток, червей и даже маленьких рыбешек. Активность амфибий серьезно возрастает с приближением дождя. Видимо, память предков подсказывает, что вместе с небесной влагой на поверхность озера упадет много вкусных насекомых. Уникальные свойства малыша являются настоящей находкой для ученых. Уже много лет этих очаровашек исследуют вдоль и поперек в надежде совершить научный прорыв в генетике и медицине. Особенно радуют ученых сроки жизни подопытных. Способные размножаться через год после рождения, они без проблем могут дожить до 15 лет, что весьма впечатляющий результат для столь маленьких созданий.
Как ни странно, но принудительное заключение аксолотлей в аквариумы оказалось для них самым настоящим спасением, ведь в дикой природе детишки саламандр находятся на грани вымирания. Их родные озера стремительно высыхают, и даже взрослые амбистомы выживают там с огромнейшим трудом. Когда-то Мексиканское озеро было огромным, но сегодня оно превратилось в сеть загрязненных каналов. Сброс сточных вод и завоз инвазивных рыб, таких как тилапия и карп, которые обожают закусывать нежными личинками, привели вид к критической черте. Однако еще в середине 19 века некоторые коллекционеры начали активно разводить этих уникальных земноводных, неприхотливых к условиям содержания. Кроме этого, аксолотли прекрасно размножаются, они пользуются огромной популярностью и их с удовольствием содержат в условиях неволи, поскольку их поведение не доставляет их владельцам никакого беспокойства. И если вы решите завести такого питомца, помните, они идеальные домоседы. Им не нужна компания, они предпочитают холодную воду и могут часами смотреть в пустоту с выражением лица философа, бесконечно довольного своей вечной молодостью. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!